Сегодня хочу рассказать о варианте исполнения камина, который является наибольше распространенным среди монтажников камина. Камин сделан в облегченном материале с чугунной топочкой, с порталом из газосиликата, ну и собран защитный кожух на профилях. Защитный кожух на профилях. Сегодня мы покажем и расскажем, как сделать этот кожух на профилях. Скажем так, один мой подписчик спросил, как увидеть, как делается конструкция. Вот сегодня мы как раз это и покажем. Вот. Этот камин сделан на оцинкованных профилях. Каркас собран из профилей, и все внутри заделано утеплителем. Вот. Сев такие проклеены. Вот. Все углы проклеены, гофры проклеены. То есть как бы здесь везде сделана конструкция. Особенность заключается в том, что данный купол, он является экономным, то есть бюджетным вариантом. Существуют также материалы, как суперизол, из которого делают купола, и существуют также другие материалы жиростойкие, из которых можно делать купола. Но в данном случае мы рассмотрим именно бюджетный вариант. Многие спрашивают о том, не ведет ли профиль внутри температуры. Так вот, отвечаю на этот вопрос один раз, что количество проточного воздуха, который заходит в дровницу и выходит через решетку конвекционную, должно быть большим. Тогда и температура, которая образуется в куполе, невысокая и, соответственно, выходит через эти решетки, не деформируя металлические профиля. В данном случае были сделаны попытки замены фольгированного утеплителя на оцинкованные или нержавеющие листы. Я бы не советовал это делать, так как такой купол невозможно закрепить, его будет рвать и отделке он не подлежит. Особенность фольгированного утеплителя заключается в том, что при нагревании он сжимается в гармошечку, а при остывании разглаживается. И эта его особенность позволяет наружной обшивке не деформироваться при сильном нагреве. Поэтому такой купол используется как в технологии каминостроения довольно давно. Это повсеместно используемый купол. Бояться его нечего. Относительно, если сравнивать в ценовом диапазоне с куполом, выполненным из суперизола, то такой купол обойдется в 2 раза дешевле. Поэтому вам выбирать, делать купол из суперизола или же делать купол из профилей. По его качественным показателям, по техническому качеству исполнения, здесь зависит от мастера, от его, скажем так, возможностей и насколько он ответственно относится к своей работе. Потому что мало того, что проклейка должна быть абсолютно всех стыковых щелей, да, в куполе, еще необходимо знать и понимать, какие материалы использовать. То есть одно фольгированный утеплитель, да, второе, какой скотч использовать. Есть скотчи, которые просыхают от времени и температуры, и они отпадают. Есть скотчи термостойкие, они дороже, которые со временем припаиваются к фольге, и уже их оттуда снять никак нельзя. То есть нужно использовать такие материалы, которые в общем целом соответствуют технической конструкции и времени эксплуатации этого камина. Хочу напомнить еще один момент о сроке эксплуатации камина. Дело в том, что срок эксплуатации камина зависит не от топки,
а зависит не от облицовки камина, зависит от дымохода. То есть, если вы поставите керамический дымоход, то срок эксплуатации камина будет как минимум по гарантии топки. Допустим, в данном случае топка Торнава, гарантия у нее 10 лет. На самом деле эти топки стоят намного дольше. То есть минимальное время эксплуатации будет 10 лет. Если вы поставите нержавейку трубу, то срок эксплуатации будет гарантийный, да, сроку эксплуатации нержавейки. То в данном случае, допустим, завод-производитель, который поставляет дымоход из нержавейки, он предоставляет гарантию 5 лет. Соответственно, срок эксплуатации камина будет 5 лет. Нужно это понимать.